Самое главное, то, что ребята наработали за 4 года после Пекина, удается реализовать. Если говорить по отдельным командам, то вы знаете, что очень неудачно наши паралимпийцы выступили в Пекине в легкой атлетике. Было завоевано всего 3 золотые медали. Это Алексей Ашапатов, 2 золотые медали, и Артем Арин медаль. А для нас эта легкая атлетика – это принципиально спорта, потому что в плавании в легкой атлетике на Паралимпийских играх разыгрывается более 300 комплектов медалей из 502 комплектов медалей. И те страны, которые наиболее успешно выступают в этих видах спорта, как правило, и доминируют в командной борьбе. Поэтому мы после Пекина вынуждены были поменять и главного тренера, реализовать целый комплекс организационно-методических мер для того, чтобы изменить ситуацию в целом команде. И нам, как показывают Паралимпийские игры в Лондоне, это в целом удалось. Уже на чемпионате мира 2 года назад, который проходил в Новой Зеландии, наши спортсмены в легкой атлетике завоевали 18 золотых медалей, причем более половины с мировыми рекордами. И у нас стояла после Новой Зеландии задача, что и нарастить уровень спортивного мастерства наших спортсменов, и второе – это сохранить тот потенциал, был наработан. И нам это удалось. Вы видите, какие результаты показывают наши сегодня спортсмены в легкой атлетике. Леночке удалось завоевать 2-ю медаль. На 1-й медаль у нее была в Пекине золотая медаль. В Афинах была золотая медаль. И вот сейчас 2-я золотая медаль. Другой такой стратегический вид спорта, который у нас, это плавание. В Пекине из 18 золотых медалей, которые в целом завоевала сборная команда России на Паралимпийских играх, это 11 было в плавании. И у нас стояла задача сохранить тот потенциал, который у нас есть, и в то же время те новых спортсменов, которые могли бы соревноваться и в других классах. Что в целом нам удалось, и вот ребята в плавании здесь показывают очень высокие результаты, благодаря и сегодня вот находимся в верхней части таблицы в соревнованиях среди различных стран. Нас очень порадовал, спортсмены порадовали в стрельбе из лука. В Пекине мы только перед Пекином начали заниматься стрельбой из лука, развивать, и у нас смогли завоевать не одну лицензию, и у нас Тимур Тучинов, он выступал, так называемая «Дикая карта», которая была предоставлена Международный паралимпийский комитет для того, чтобы наши спортсмены-тренеры могли познакомиться поближе, что такое паралимпийские игры, как выступают спортсмены, правила соревнований. И этот урок, да, Тимур, он не прошел даром. Наши спортсмены очень-то здорово здесь выступили. Вы знаете, они выиграли и в команде, и Тимур выиграл в индивидуальном зачете. Особо мне хотелось сказать о нашем настольном теннисе. У нас и в Пекине было паралимпийское золото. И очень мы рады за Раису Чебанеку, которая уже 3-й паралимпийские игры, да, в Афинах ты была, да, не была в Пекине у нас. И давно выступает, ну вот немножко не везло. Или не хватило мастерства, но вот Раиса очень хорошо подготовилась и блестяще выиграла здесь Паралимпийские игры. Мы ее все поздравляли, мы все за Раису очень, очень рады. Особые слова, конечно, нас касаются и нашего пауэрлифтинга. Володя Балынец представляет у нас спортсменов из Якутии, я даже не помню, когда были участники Паралимпийских игр, он представляет эту республику, очень много сделали для того, чтобы достойно ребята представляли и страну, республику, и Володя блестяще выступил на Паралимпийских играх, завоевав все серебряную медаль. За меня очень многие болели. Я доказала, что действительно и сильных соперников можно победить, потому что прошла Олимпиада, в которой я стала бронзовой, то есть проиграла после Афин, но эти 2 бронзы, на тех дистанциях, на которых я взяла бронзы, были как и для меня, так и для моего тренера, ну и для всех, кто за меня болел, действительно золотым отливом, потому что результаты с каждой Олимпиады настолько прогрессируют и растут, что результаты, показанные моими соперницами, но они превосходили результаты ребят. Это
на полном серьезе, потому что у нас ребята моего же класса пробежали на той Олимпиаде хуже, чем девочки на моих дистанциях. Поэтому, да, конечно, когда проигрываешь, пусть это бронза, но все равно в глубине души, уже когда начинаем копаться в своих результатах, стартах, мы осознаем, что действительно уже немножко становится, ну не то, что страшно, но все-таки настораживает это немножко, эти результаты феноменальные. И это четырехлетие было действительно в подготовке к этой Олимпиаде сложнее, чем, наверное, перед Афинской и Пекинской вместе взятых. Ну, были сложности, и в этом году, буквально перед Россией, на последнем своем сборе в Кисловодске я дернула ногу и даже не смогла бежать на чемпионате России. Конечно, расстроилась, хотела перед Олимпиадой, так сказать, репетицию пройти, но не сложилось. Петр Захарович, мой тренер, пытался меня, конечно, успокоить, взял меня на чемпионат Европы, чтобы хотя бы попробовать на Европе пробежать. Съездили, выиграла. После Пекинской Олимпиады появилась новая серьезная соперница, испанка, тоже Елена, зовут Конгос. На протяжении этих 4 лет она считается как бы моей основной конкуренткой. Большое ей спасибо, что она помогла мне в финале, как соперница, тоже пробежать, выиграть, потому что если бы не соперники, то и не было бы результата, не было бы и золота. Я впервые готовилась так серьезно к соревнованиям. Дело в том, что я очень много болела и у меня не было возможности тренироваться. Мои соперницы были готовы вот один шаг к медалям. На последних турнирах они меня обыгрывали не один раз. Ну, Олимпиада — это совершенно другое. Это моя первая Олимпиада, и я готовился к ней 4 года. В Пекин я не попал, готовился 4 года, был в рейтинге 5-м, но тут с 5-й ступени я вырвался на 2-ю ступень пьедестала. Как бы для меня это огромный труд, и для меня, и для тренера моего личного и старшего тренера. Мы очень долго трудились, и наши труды воздались. Я был участником 13-х Паралимпийских игр в Пекине, там я был 11-м. К сожалению, у нас команды не было, так как я был одним участником, представителем стрельбы из лука. Но в этом году, вот в прошлом году у нас была разыграна квота на чемпионате мира. Нам задача была попасть в 6-ку. Но мы заняли 1-е место и завоевали квоту для участия на Паралимпийских играх в Лондоне. Ну и у нас команда вот очень сплоченная в составе Тучинов, Аюн, Шестаков. Вот мы вот с 2010 года вот мы в этот состав не меняется. Вот. На чемпионате Европы 2010 года мы заняли командное 1-е место. В 2011 году чемпионат мира 1-е место. Вот каждый год вот 1-е место. Вот, и я вот надеялся после личного выступления, заняв 1-е место, но тоже надеялся, что мы должны выиграть триумфально. Вот 10-й, 11-й год вот, были 1-ми. Вот, должны вот 3-й раз стать 1-ми. Так и получилось. Ну и помимо этого мы установили паралимпийский рекорд в четвертьфинале, и потом в полуфинале перебили тот новый рекорд со счетом 212. Первый рекорд был. Но в дальнейшем мы добавили еще 2 очка, 214 стало.